Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён сказал: «Я обо всем позабочусь». Чангук: «Хочешь стать моей девушкой?» И Чангук смущен. Девятое место. Их счастливые лица, когда они оказались в одном команде. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Вегу совершили нечто безумное, когда проходили военную службу». Чангук и Тэхён сбежали из армии, чтобы пойти на тайное свидание. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Просто Чангуку очень нужно было прикоснуться к Тэхёну, и вовсе не важно как. Седьмое место. Это всегда и везде они. Шестое место. Поведение пары. Просто напомню, что это видео существует, и совершенно никого происходящее не смущает. Ну, разве Тэхёна немного, но это уже совершенно другая история. Что-то на интимном. Пятое место. Мистер Ким, вы так влюблены. Четвертое место. Забота. Буквально сел на шею своего парня. Чангук, балуешь?
Третье место. Новости. Сослуживец Тэхёна поделился фотографиями с ним для Тэхёна. Тэхён, во время моей службы в армии я был благодарен тебе за многое, но я не мог выразить это словами, поэтому пишу здесь, чтобы поделиться своей благодарностью. Я был по-настоящему вдохновлен, когда ты занял первое место в стрельбе, затем первое место на зимних учениях и получил награду Military Police Medal Award за свой боевой дух, несмотря на травмы и проблемы с плечом и бедром. На последнем тесте по физической подготовке, бег 3 километра, который сдавали вместе, мы пришли гораздо раньше норматива, потому что подбадривали друг друга. Это был такой незабываемый момент, он навсегда останется в моих воспоминаниях. Те времена, когда мы ходили на тренировки с Санхёном, неважно, шел ли дождь или снег, и тот факт, что мы могли заниматься в более благоприятных условиях благодаря подаренному тобой оборудованию, все это драгоценные воспоминания. Я очень благодарен за всю вкусную еду, которую ты мне покупал, когда мы уехали в отпуск. До сих пор не могу забыть суши с угрём. Это было так вкусно. Но важнее всего, что благодаря последовательности и страсти, с которой ты живешь, мне удалось воплотить в жизнь свою мечту стать реабилитологом и усердно работать, не бросая занятия спортом и учебу на протяжении всей службы в армии. Благодаря тебе моя военная жизнь стала более приятной. Я буду усердно трудиться и не сдаваться, как и мой брат. Будь здоров, Хён. Чангук обладает той властью над Тэхёном, когда может делать с ним что захочет, и ему за это ничего не будет. Комментарии Кей Нетизёнов под статьей Теку о письме, которое получил Тэхён. Я знала, что ты будешь честен и преуспеешь в этом мире, но ты превзошел мои ожидания. Тэхён, ты потрясающий. Стандарты для специальных миссий намного выше общих, и это требует больших усилий, ты очень хорош. Куда бы ни пошел Ви, хорошо ладит с окружающими его людьми. Было приятно видеть, как они все улыбаются вместе на групповых фотографиях. Я знал, что он станет асом после вступления в армию. Он хорошо проявил себя в подразделении ДЭТ, где собрались только лучшие люди. Это потрясающе. Теперь поторопись и демобилизуйся. Есть люди, которые заставляют вас решить перестать винить свое окружение и сосредоточиться на самосовершенствовании. Вопреки любому невозможно, вместе в прошлом, настоящем и будущем. Я не могу представить, как Тэхён отправляется в тур. После объявления сольного тура Джина, ожидание сольного тура других участников стало горячей темой для обсуждений. Если сольные туры Чангука и Намджуна ставят вне сомнения, то относительно Тэхёна высказывают другие мнения. Я не могу представить, как Тэхён отправляется в тур. И это о том участнике, который провел всю свою промо-акцию, выступая вживую. Комментариями, замаскированными под фальшивую озабоченность или некую поверхностную личностную проницательность, как будто они знают его лучше, чем он сам. Тэхён всегда выражал глубокую страсть к выступлениям и установлению связей посредством своего искусства. То, что он интроспективен или движется по-другому, не означает, что он не способен или даже не предназначен для мощного сольного тура. Люди забывают, что ему не нужно вписываться в их узкие рамки того, каким должен быть сольный артист. Он Тэхён, он сделает это по-своему, в своем стиле, и это будет незабываемо.
Его артистизм требует собственной сцены. И когда этот день настанет, они будут изо всех сил притворяться, что верили в это все время. Арми говорит, что не может представить Тэхёна в сольном туре, в то же время у него больше сценического присутствия, когда он просто сидит в кресле, чем у 90% индустрии, танцующих вокруг сцены. Красота и аура Тэхёна – чистый гипноз. Обаяние Чангука. Японский боец Чу Сон Хуна, который является добрым другом Чангука и много раз хвалил его успехи в боксе, в одном из шоу опять сказал про него: «Когда я увидел его вживую, я понял, что он очень красивый. Реально красивый. Я был в шоке, очень воспитанный, хорошо ест, хорошо пьет. С ним весело разговаривать. Так в чем же его недостаток? Да ни в чем. Просто вау, все реально идеально. Он идеален. И еще красивое лицо, оно такое мужественное. У его лица так много обаяния». Действительно, обаяния много не только в лице Чангука, а в нем самом. И немалая часть его приходится на то, что Чангук очень простой в общении человек. Мы не раз слышали от людей, которые его окружают, да и сами видели во время его взаимодействий с поклонниками. И это в наших глазах добавляет ему очень много очарования, потому что быть айдолом, но при этом оставаться собой, это дорогого стоит. Редко кому удается не покориться Чангуку после просмотра его выступлений, потому что сцена – это действительно его место, где он расцветает, как тысяча солнц. Он знает, что быть идеальным – это сложно, поэтому Чангук постоянно работает над собой. Иногда даже в ущерб себе, но это тоже часть его жизни, в которой он счастлив, потому что постоянно хочется стать лучше, идеальнее. По-настоящему покоряет то, когда к этой своей идеальности на сцене он добавляет простого и человеческого в ней ее. Фраза из какого-то контента, где ребята были все вместе, которая тронула до глубины души. Чангук из BTS сияет ярко, а Чон Чангук нет. Единственное, на что надеюсь, что сейчас он так не считает. Чангук засиял в полную силу благодаря ему самому, тому, которого он сам вывел за рамки образа и не побоялся. Основа его обаяния заложена не в красивом лице или талантливом исполнении, хотя и это, безусловно, играет роль, а в том, что он продолжает беречь в себе индивидуальность Чон Чангука. И пусть это продолжается как можно дольше. Их нереальное взаимодействие на сцене. Тэхён упомянут в статье «Shinsegae Duty Free» открывает бутик Celine для мужчин и женщин в аэропорту Инчхон. 18 числа Shinsegae Duty Free объявил об открытии нового бутика французского люксового бренда Celine в терминале 2 аэропорта Инчхон. Этот бутик – первый объединенный универмаг Celine, предлагающий как мужскую, так и женскую одежду в магазине беспошлинной торговли в стране, объединяющий в одном пространстве уникальную чувственность бренда и его разнообразные стили. В этом торговом зале, впервые в отечественном магазине беспошлинной торговли, была представлена не только мужская коллекция, но и женская линия обуви. Shinsegae Duty Free поясняет, что благодаря объединению мужских и женских коллекций покупатели могут ознакомиться с разнообразной продукцией Celine, которая соответствует их стилю и вкусам в одном пространстве. Работы международных художников, таких как корейский скульптор первого поколения Ким Юн Шин и мексиканский скульптор Тани Перескардова, выставлены по всему магазину. Celine расширяет идентичность своего бренда с помощью послов с мировым именем, среди которых Тэхён,
Пак Богом, Туз, Лиса и Сьюзи. Эта его способность просто поражает. Креативный директор Чон Чангук в фотосессии для Vogue Korea. Front Row в контексте журнала Vogue – это первые ряды модных показов, куда сажают только почетных гостей. Подумайте о том, как безумно, что Vogue Korea был настолько удостоен чести видеть Чангука на своей обложке, что они позволили ему стать креативным директором и предоставили ему неограниченный бюджет. Единственное предложение о выступлении на родине, которое он принял как солист. Vogue подготовил еще одно восхитительное видение. Увидеть человека по имени Чангук на земле в настоящее время значит оценить шедевр, который делает тщетным любое сравнение с самым завораживающим произведением искусства на художественной ярмарке. Исходя из этого, я принял решение, что в рамках сотрудничества между Чангуком и Vogue я не буду накладывать никаких ограничений на визуальное творчество этого великолепного художника, ограничиваясь представительством одного бренда. И когда мы отошли от экономических интересов, связанных с модой и развлечениями, Чангук предложил Vogue удивительный план. Он заключается в том, чтобы показывать музыкальные истории, отражающие каждую эпоху, с помощью Vogue. Говоря современным языком, это Чангук делает Чангука. Нет, Чангук превзошел Чангука. В другой части этого предисловия главный редактор также назвал Чангука вершиной красоты на Земле. Этот день поднимает градус. Это было особенно вкусно, даже воздух был вкусным. Девушка проделала долгий путь до Чхунчхона, где служит Тэхён, только что она поделилась этим сообщением. Это был промах. Когда я пошла в ресторан, мне сказали, что здесь был Тэхён, и он ушел час назад. Мы сидели за одним столом и на одном месте. Конечно, я съел этот вкусный набор. На этот раз чудес предостаточно. Это было особенно вкусно, даже воздух был вкусным, я ощутила его присутствие. Спасибо. Дам, ну как же он хорош. Я глубоко влюблен в этот стиль фотографий. Машина он, а завожусь почему-то я. Самым ярким огням
не нужно привлекать к себе внимание. Они просто существуют, тихо, красиво, как ты, Тэхён. Появление новости о Тэхёне вызвало теплую волну благодарности поклонников. Некоторые люди громко входят в вашу жизнь. Другие приходят мягко и остаются в тех уголках тебя, куда слова не могут легко добраться. Я благодарен за мир, который он приносит, просто будучи самим собой. Никакого шума. Никаких требований. Только тихая сила, тихий свет. Спасибо, Тэхён, за то, что ты являешься этим тихим чудом. Вы изменили больше жизней, чем когда-либо могли себе представить. Просто смотрим, наслаждаемся и улыбаемся. Эта его поза на фотографиях делает меня неадекватным. — 52 дня до выхода на свободу этого солнышка. Вы точно готовы к его хаотик лайвам? Это серьезные вещи, ребята. Его татуировка дружбы. У Тэхёна все еще немного болит нога, но он стоически держится. Наш герой. Он — моя Римская империя. Чон Чангук в аэропорту. Родинки Чангука такие милые.
Такой милый и смешной Тэхён. Каждый раз мурашки по коже бегают. У Чангука было серьезное лицо, но как только Тэхён появился на экране, посмотрите на его широкую улыбку. Тэхён хотел держать Роки на руках, даря ему много ласки. Даже в те моменты, когда они не снимали, он подходил к нам и просил подержать Роки на руках и баловал его лаской и лакомствами. Он очень заботливый и нежный человек, и вы можете увидеть, почувствовать его любовь к животным, владелец Роки. Второе место. Это так интимно. Тэхён, а ты любишь играть с огнем, да? Иногда вместо слова «люблю» достаточно одного взгляда, в котором отражается бесконечная нежность. Первое место. Чангук как-то сказал: «Я не говорю первым, я люблю тебя». Но когда дело касается Тэхёна, никакие правила и заводские установки золотого мужчины не работают. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.